Всем привет, ребят, с вами Валера Молодой, и вы знаете, что я люблю с вами поговорить на разные темы. У меня могут быть ролики про игры, могут быть про кино, иногда я базарю с вами за житуху, но еще я очень люблю музыку, в любом ее виде. И мои старые подписчики вспомнят про ставшую уже легендарной рубрику «Полю годноту». Да, у многих сейчас улыбка на лице, потому что многие подписчики вспомнили, что именно из-за этой рубрики они стали слушать тех или иных исполнителей, которых я и запалил в этой рубрике. Но я так подумал и решил ее вернуть. Напомню вам правила, если вы забыли. В этом видео я показываю вам 3 исполнителя, которые в той или иной мере не настолько популярны, но которые заслуживают свою популярность, ибо делают абсолютную годноту. Я не отрицаю, вы можете их знать, если вы прошарены в сфере музыки. Интернет все-таки большая штука, и она у многих есть. Поэтому для одних это открытие, а для других эти исполнители им уже давно известны. Но это не отменяет того факта, что для среднестатистического пользователя интернета эти исполнители все еще ноунеймы. В общем-то, я здесь, чтобы кушать жвачку и полить вам годноту. И как видите, жвачку я уже доел. Дамы и господа молодые, я расчехляю свою катану, чтобы пояснить провинциалам за абсолютный стиль и годноту в плане музыки. Я думаю, вы соскучились, как и я, поэтому поехали. И первым по списку у нас идет Токсис. Этого паренька я нашел на просторах инстаграма совершенно случайно. И когда я его увидел, я был в таком ахуе от того, что я увидел. Потому что, просто посмотрите на это. Его зовут Андрей Смелянский, ему 15 лет, живет он в Санкт-Петербурге и учится в 9 классе. И у этого малого просто невероятный вкус на музыку, и каким-то образом он в этом возрасте умеет делать стиль. Определенно здесь чувствуется влияние Янг Тага и Карти. Но что самое крутое, паренек очень открытый и вообще не скрывает того, что он вдохновлялся Янг Тагом и Playboi Carti. Но лично мне в его музыке слышится Matt Ox. Помните такого? Если нет, то я вам напомню. Matt Ox пару лет назад был свежей кровью. Знаете почему? Потому что пацанчику было всего 12 лет, когда он только начал делать рэпася. В году 17 или 18 у него были фиты с кучей именитых исполнителей, в том числе он залетел на фит на альбом Икса. Но тем не менее это ему не помогло, и он пропал с радаров. Я не отрицаю, Matt Ox был просто крутым парнишей. Он был молоденький, он читал про сучек, про деньги в 12 лет. Конечно же, это привлечет какое-то внимание, но помимо этого у него ничего не было. И именно из-за своей творческой пустоты он и пропал с радаров. Но знаете, это не так критично. В Америке пропал свой Matt Ox, а в России мы нашли своего Matt Ox в лице Токсиса. У парня просто огромный талант, он разносторонний и он умеет делать буквально таки любой звук. Он делает несерьезный и веселый трэп в стиле Карти или Тагера, но еще он может петь в стиле Икса или Джуса. Если честно, то увидев его в первый раз, я подумал, что это какой-то проект. Ибо у этого парнишки солидный продакшн и клипы с нормальным визуалом. И при первом взгляде я подумал, что это что-то вроде Децла, только на новый лад. Родители захотели продвинуть свое чадо с помощью денег, сделать его популярным, а чё бы и нет. Но пообщавшись с парнишей, я убедился в том, что там все происходит на его собственном желании делать качественно и красиво. А деньги на продакшн и клипы он оплачивает со своих сбережений и частично с помощью родителей.
Что же, пацан, ты меня очень сильно удивил. Удачи тебе в этом, жги. Думаю, ты будешь одним из тех, кто будет взрывать 20-й. Я думаю, у тебя все задатки для этого есть. А следующий чел, которого вы просто должны начать слушать в 2020 году, нет, вы не просто должны, вы обязаны начать его слушать в 2020 году, потому что Джонни Юкон — это новая волна, это стиль, это просто охуенно. Если вы мне не верите и говорите, что молодой пиздит, то, во-первых, молодой, сука, никогда не пиздит и всегда говорит по факту. А во-вторых, если вы мне не верите, то как бы вот вам факты. Swear I got way too much to lose. Ooh, yeah. In the booth, drop a little something, get loose. Yeah, 22, yeah, 22. I was in the booth. Yeah, I don't snooze. Swear I got. И вот после всего этого просто назовите мне хоть одну причину, почему вы не должны его слушать на постоянке. Джонни Юкон — это исполнитель и по совместительству продюсер родом из Филадельфии, Вашингтон, но проживающий в Лос-Анджелесе. До своей сольной карьеры он поработал в роли композитора для Лил Уэйна, Виз Халифы и многих других. Но что более значимо, он спродюсировал 5 из 14 саундтреков для 8-го Форсажа. Но быть все время за сценой никогда не было для него вариантом. Сделав из своей спальни студию, он записал свой прорывной сингл Snooze, который наполнен этим домашним вайбом. Но при этом это звучит очень качественно. Стиль у Джонни очень интересный. Он мне одновременно напоминает Weeknd, Kid Cudi, но основа всего скелета — это творчество Трэвиса Скотта. Это видно и по рифмоконструкции, и по тому, как и где он выставляет эдлибы. Все это очень отдает Трэвисом, но при этом это не выглядит как байт. А как мне кажется, он взял стиль Лила Флейма и добавил ему легкости и мелодичности, которой так не хватало оригиналу, и получился абсолютно новый и качественный продукт. I just found someone I like. I just fully lost my mind. How's this happen every time? Oh my, why? Every time, oh my. I just found someone I like. I just fully lost my mind. How's this happen every time? Oh my, why? Every time, oh my. И последним у нас идет русский исполнитель, который живет в Праге — Куок. Куок — это 19-летний парень из Праги по имени Вова Сорокин, который с 9 лет пишет музыку, и получается у него очень недурно. У его творчества есть две стороны медали. С одной стороны, Куок, типа пишется по-английски через Q, под этим псевдонимом он выступает автором собственной электронной музыки. А с другой стороны, Куок, типа пишется по-русски через К, который наваливает лютого рэпася и которого я вам сейчас запалю. Он в возрасте 10 лет вместе с родителями переехал в Прагу, где и стал обучаться искусству музыки и кино в американской школе. Я думаю, многие о нем слышали, но чтобы закрепить, я добавил его в свой список артистов, потому что его просмотры оставляют желать лучшего, а он как бы достоин большего, поэтому если я могу как-то поспособствовать его популярности, то я с радостью это сделаю, потому что он делает годноту в высшем ее проявлении. Знаю каждый твой вкап, хватит строить быка. Любого возьмут за рога, из нас это решать не нам. Ищи свое дело в круг, бей, да, ищи свое дело в круг, бей. Что примечательно в этом артисте, так это то, что делает биты он сам. И это видно, ведь каждый бит — это отдельный мир. Но дополняя это все своим голосом, картина становится полной и насыщенной. Я просто уверен, что этот паренек отхватит свою часть пирога в 2020-м. Ибо его подход к творчеству, его желание делать по-разному, но при этом делать качественно, это все вызывает огромное уважение. И Куок должен взорвать, ибо он этого заслуживает. Ну что же, мои ребятки, на этом у меня все. Это была рубрика «Полю годноту», и это были 3 исполнителя, которых вы должны послушать. Если вам понравилось, то не забывайте оставлять лайки, писать в комментариях ваших исполнителей, которых вы хотите увидеть в этой рубрике. И сука, не смейте забыть подписаться на мой канал, потому что многие из вас смотрят мои ролики и делают это планомерно, но сука не подписываются на канал. Ребята, зачем вы это делаете? Вы хотите, чтобы я плакал?
Вы хотите моей боли? Хотите моих страданий? Нет, суки, вы этого не получите, потому что я каждого из вас заставлю подписаться. Ладно, я шучу, ребят. На связи был Валера Молодой, полил годноту своей катаной. Всем удачи и пока.